Привет, ребята! Мы многодетная семья из Москвы. Меня зовут Яся, а мою сестру зовут Слава. А меня зовут Влада. Все вместе мы путешествуем на автодоме. А вот это сзади, это наши родители. Мы их везем с собой. Маму зовут Маша, а папу зовут Герман. Мы уже путешествуем на автодоме 3 месяца и сейчас уже находимся в Турции. Но путешествовать в автодоме с родителями очень сложно. Они нас никогда не слушают и занимают очень много места. Сейчас мы приехали в красивое место, называется Чиралы. Оно знаменито тем, что здесь находится гора Химера, на которой всегда горит огонь. Еще с очень давних времен. В этой серии мы постараемся показать вам это место и вечером забраться на эту гору. Ты хочешь, Маша, в гору залезть с детьми? Очень хочу, особенно затащить туда детишек на себе. Ну а кто смотрел все предыдущие серии, мы немножко расскажем, что происходило после того, как мы проспали наш самолет. Происходила жесть, если честно, ребят. Из-за того, что мы пропустили самолет, нам пришлось ехать с пересадками, а пересадка в Стамбуле — это просто какая-то жесть. Там полный муравейник, люди какими-то потоками по змейкам ходят вот так вот, и все это нам нужно было успеть в очень короткий промежуток времени, за 1,5 часа. Это просто хватало нам времени впритык. Папа хорошо, у нас штурман бежал вперед, мы там кое-как бежали за ним со всеми вещами, сумками. Это было очень тяжело, потому что это уже было под утро, всю ночь мы не спали, детей приходилось все время будить. Во время полета на втором самолете, в общем, я решила, что больше, наверное, я до 18-летия детей в ночном рейсе никогда не полечу с ними. Поэтому, ребята, всегда проверяйте билеты, не повторяйте такие глупости, как сделали мы. Потому что не только дело в потерянных деньгах, но все-таки это тяжело для детей очень было. И в основном из-за этого мы переживали. Маша уже настолько устала, что говорит, я вообще ничего не хочу, говорит, обратно домой. Но все, конечно, познается в сравнении. И поэтому, когда мы зашли в наш автодом, у нас просто было такое облегчение, радость. И вообще сама Турция кажется какой-то невероятно красочной и прекрасной после пустыни. Вот, в общем, мы очень рады и довольны, что сейчас мы здесь. И за счет того, что мы вернулись по побережью назад, у нас теперь есть возможность заехать в это место, которое в прошлый раз мы проехали. И вот наш сухопутный корабль сегодня припарковался вот в таком месте рядом с обычными кораблями, которые здесь вот так вот стоят на пляже и ремонтируются. Место очень такое интересное, приятное. И сейчас мы отправимся покупаться на пляже, потому что погода очень потеплела с нашим прилетом. Здесь теплее, чем в Египте. Сейчас около 25 градусов. Солнце прямо печет очень сильно, хочется окунуться. Пойдем. Девочка, да на пляж пойдешь, моя девочка любимая? Спальнички принесешь, они сушатся там. С 8 марта тебя поздравляю. Сегодня праздник. Знаешь, что такое 8 марта есть? А? Привет! Знаешь, что это такое? Это Международный женский день. Это значит, что сегодня поздравляют всех девочек, женщин с праздником. Вы бы что хотели, цветы или игрушки? Игрушки. Здесь игрушек нет, поэтому получите кукиш с маслом. Поздравляю подписчиков с 8 марта. Мужчин и женщин? Ну, женщин только. И девушек, и девочек. Поздравляю мою маму. Спасибо, я поздравляю вас, мои дочки. На этом пляже есть только одно бесплатное место для парковки, и оно здесь, рядом с лодками. Здесь стоит несколько экипажей. Это ребята из России, с которыми мы уже познакомились. Это очень интересный автобус из Франции, прям такой старый. Там печка есть, труба, мотоцикл, несколько велосипедов. Я так понял, что с ними ездят еще 2 собаки, 2 кота и 2 детей. Как они сюда проезжают на такой махине, я вообще не представляю. Посмотрите только, какой монстр.
Ну и еще здесь есть французы на самодельном грузовике, тоже не маленький. Кто не видел наш автодом и кому интересно посмотреть полный обзор на него, ой. Выдвинулись мы на пляж. Такие вот здесь везде по кругу стоят корабли, везде все пилют, стучат, делают, в общем, и готовят к сезону. Мы сюда приехали вчера, и вчера уже здесь купались на этом пляже. И меня очень удивило, что мы вот с Лерой зашли в воду и просто плавали, как летом. Я не знаю, наверное, минут 15-20 мы просто плавали. И это в этом году, вот за всю нашу поездку, это было первый раз. Вода вот за эти дни, пока здесь 25 градусов было несколько дней, реально прогрелась, и прям верхний слой, где-то сантиметров, не знаю, там 10, может быть, она прямо теплая. Ну а дальше, конечно, прохладненько, но меня порадовало то, что мы реально поплавали. До этого мы забегали и выбегали. Вот, а вчера прям реально хорошо так поплавали. И детишки даже немножечко там побегали, потусовались, ножки помочили. Ребята, здесь уже тоже на пляже. Сейчас искупнемся. Сегодня, правда, ветерочек есть. Вчера было более спокойно и тихо. Что вы здесь такое настроили? Какой-то древний город. Какой-то древний город у Германа получился. Мама, у Германа борода. Красиво. Ну не надо так в лицо, Слава, нельзя. И скалы очень красивые окружают пляж. А муж красивый тебя окружает? Муж очень красивый, как скала прямо. Что ты ему тогда не говоришь каждое утро? Я тебя люблю, влюбленными глазами на тебя смотрю. Ну, потому что он и так знает все. Ничего он не знает. Можно говорить и не любить, а можно не говорить и любить. Ты знаешь об А этом? лучше говорить и любить. Ну лучше, да, ладно, исправим дело. Пляж здесь протяженностью вроде как 3,5 километра, длинный вот такой вот. Там тоже гора. А вот здесь вот вдоль скалы идет такая речушечка, зеленушечка. Сейчас я вам покажу. О, какая здесь прелесть. Все вот в такой зеленой тине. Но там дальше она обычного уже цвета, с прозрачной водой. И там очень громко квакают лягушки. Я тут вчера включила мелким музыку для сна, как обычно, когда они засыпают, я включаю. Там пение птиц бывает, что-то еще. И слышу, квакают лягушки. Сначала думала, лягушки квакают в этой музыке. А они, оказывается, в этой речке очень громко здесь песни поют. В целом все здесь очень чисто на этом пляже, удивительно. Но вот первый пакет попался, надо его вытащить. Малыши, не бойтесь, перешагивайте. Речку можно перейти. Прям как будто железо. Да, вот эти скалы, они так поблескивают прямо на солнце. Там, я подумала, золото что ли в них? Что-то там очень блестит. Маленькие крапинки такие блестящие. А вот здесь, за углом, находится вот такая вот уютная пещерка. Такая пещерка с кострищем. Маш, у нас же дрова есть, давай втихаря ночью сюда придем, разожжем костер, посидим. Ну вообще-то Романтика. здесь вроде как заповедная зона, и костры жечь Ну нельзя. штраф оплатим, что нам? Мы же Но- богатые, самолеты пропускать. А, ну да. Что нам штраф? Ну, в общем, мне кажется, здесь безопасно вполне для природы, потому что здесь вода, здесь скала и песок. Гореть здесь особо нечему. Поэтому, в принципе, да, было бы прикольно, интересно. Здесь костерчик вечером пожечь. Ну, конечно, все потом с собой убрать и потушить. Какое же это удовольствие ходить босиком и слушать детский ор. Что случилось? Что орем? Вы только что в руках держали. Только что вы держали это в руках. Нельзя так делать. Давайте салат Можно приготовим. свитер сделать, оно такое, как бы, как ткань на ощупь. Свитер хотите себе зеленый такой? Свяжем. Вот что. Снежки не поиграли зимой, приходится водоросли играть. Марк, а что вот такое вот это означает? 4 пальца. 4 пальца. Все. Правильно все.
после пляжа пришло время покормить детей супчиком. Какой супчик сегодня, Маш? Консервированный, как всегда. Шучу, щи у нас, щи. Просто щи. Да, наш автодом по сравнению с этим вообще малолитражка. Поехал за водой, здесь 2 километра на входе в деревню, есть вода. Это хорошо, нам тоже может пригодиться. Вот. Что постирать что-нибудь? Вчера только уборка, у нас опять организовалась свалка и песочные ноги. Да уберемся еще раз, проблема в другом. У нас опять дети поругались между собой, и пришлось их обоих наказать. Вот этого вот ребенка и вот этого. Они постоянно что-то делят между собой. У нас Да? очень плохой папа, я больше с ним никогда не буду дружить. Пусть не А ты что скажешь? Пусть не подходит. Еще раз, хоть вы у меня хоть раз один из-за игрушек вот так вот опять начнете друг друга щипать, трогать, драться, обижать, будете наказываться. Понятно вам или нет? От меня тебе больше ничего не получится. Ладно, я Ладно. предупредил вас. Как ты разговариваешь с папой? Так можно говорить? Он сам меня ни за что. Это То, сам что вы меня скулите. А я с игрушки вот собрала. Молодец какая. Молодец, Притащила Ясь. их домой. Молодец, Яс. У него только одна часть, надо ее вернуть. Арнольд, бежим! Детки, так, мы покушали, мама вас покормила, мама вас попоила. Чего вы? Идите на улицу. Вы не должны. Если Слава пойдет со мной, то я пойду. И придумал с ней какую-нибудь игру. Ой. Это что такое? Мы практически собрались, чтобы выезжать на гору Химера. Не знаю, как нам удастся до туда добраться. Она находится где-то там. Доедем до куда сможем, там оставим велосипеды и уже пойдем пешком. Влада, шампура будем брать, маршмеллоу жарить или на ветках, может там? Ветки 100% грязные, потом она будет вся в непонятно чем, поэтому берем эти и все. Шампура, да? Ладно, как скажешь. Договорились. Маме скажи еще, чтобы кошелек взяла. На обратном пути в кафе зайдем. Что? Кошелек маме скажи, чтобы взяла. Кошелек маме скажи, чтобы взяла. Привет! Привет! Привет, Гойки! Привет, Мопси! Привет! Привет! Интересно, почему они умирают, эти деревья? Чего? Давай. Будем сейчас вытягивать из тюленей живота нитку. У него живот распорится и все. Надо на огне его вот там вот химеры поджарить. Нитку, так нельзя выдирать. Потерпи до огня. А то сейчас распорится живот у него. Сосновый лес, птички поют. Ощущение, что ты летом в России где-то в лесу находишься. Да, запах, может. Чувствуешь? Тут интересный цветочек белый. Приветик, ребята! К 8 марта, смотри, цветочки белые. Привет! Что, нарвать надо? Гончий Набрать почем? У нас на пляже, где мы стоим, может, такого запаха нет, как здесь. Как запах лесной, прям лес, разными цветами какими-то пахнет, растениями. Очень приятно.
Держите вот вам цветочки. По каждому по цветочку. Спасибо. Я сегодня не наступаю. Так, Спасибо, Может, дорогой угадать. муж. упала, и у него это Какой Любит, красивый любит. букет на 8 марта. его вообще-то... Прекрасно. У тебя вот букет У меня, вокруг да. тебя. Он правда вкусно пахнет. То, кстати, если что, будет По коням. как Пока-пока, Владян. Только не упади. Да не смешно! Садись, садись. Хорошо в деревне, да? Я тебе 100 раз говорил, я не могу в Москве жить, я умираю там. В огородах у людей курицы, гуси, грейпфруты растут, лимоны, Привет, Мопси! апельсины, Что? кактусы. Павел говорит, что мне больше нравится в автодоме. Я говорю, чем где? Чем здесь на велосипеде? Говорит, нет, чем в Москве. Там больше работы, детский сад еще. Что говорит? Везде висят такие ведра черные, что-то написано по-турецки. Я думаю, это сбор чего-то, может, что-то собирают, может, мед или что. Да ты что? Дороги смысл какой? Я не знаю. Перевести будет, сфоткать на обратном пути. А может, вредителей ловят как? А лимона как раз-то у нас дома и нету, Маша. Ну, сейчас обратно поедем в темноте с Химеры. И возьмем один лимончик. А, хорошо. Дорога вывернула из поселка и свернула в сторону гор. Дорога хорошая из брусчатки. Ехать приятно, Вот тепло. мама растет. Это мак, да? Наверное. Подписчики, вот представьте, как будто бы вы едете сейчас с нами в этой тележке и дышите прекрасным воздухом. На горе у нас горит вечный огонь. И мы сейчас на него едем. Только самого огня сейчас утром не видно. Ну, хотя он есть. Мы еще не знаем, издается от него пожар или нет. Будем мы на нем жарить мармеладки. Это будет очень прекрасно, потому что такого мы еще никогда не видели и не было еще ни такого. Если хочешь что-то сказать. Подписчики расстроились. Лес тут очень хороший. Шишки на деревьях, горы, воздух, ветерок. Представляешь, как это в древности выглядело странным? Нигде ни одного огонька, а в горах горят огни какие-то. А, ну да, классно. А я вижу, Приходишь, а там огонь горит. Притягивались. А вот смотри, там автодом стоит прямо впереди. А, здорово. Слушай, я бы здесь постоял бы. Мне кажется, там платный, либо платный кемпинг какой-то. Здесь есть платный кемпинг, кстати. Потому что здесь воздух реально отличается. Ну да, но не покупаешься. Так кричать нельзя, надо спокойно славу говорить. Что это? Слушай. я вообще не... Когда мама говорит, маму перебивать нельзя. Когда человек что-то говорит, нужно подождать, пока он закончит говорить, а потом уже сказать самой. Влада, это химера. Такое древнегреческое мифическое существо. Его по-настоящему нет. То оно было огнедышащее. Видишь, у него огонь изо рта. А здесь вот в скалах вот так горит огонь сам по себе. И поэтому эту гору назвали в древности Химера. Как это существо. Да, ступили, как обычно. Почему? Ну, вот это змея. Да ладно, пройдем. Ботиночки у нас не те. Пройдем. Плата за вход 75 лир с человека. Здесь начинается тропа. Наверх. Вот и вот это дело. Пойдемте, малыши. Подделано. Или это правда было? Окей. This way? Yes, 1 kilometer. Окей, thank you. Thank you. Папа, так они знали, что там можно жарить? Я не знаю, Влад, здесь было такое, как у нас храм. Здесь такое место было, где, я думаю, не готовили еду. Здесь поклонялись богам. Задники одели. Мама, у меня есть. Задники оденьте. Здесь вот такая каменная дорога. Мы думали, что папа. Надо было, конечно, кроссовочки одеть. Мы пошли в кроксах все. Мам, Ну, надеюсь, нормально. Пройдем. Мы вот думаем, насколько эта дорога старая, древняя. Или, может быть, она вообще современная.
Может, сейчас бы, наверное, уже бы сделали какую-нибудь из брусчатки. Проще, чем из таких булыжников огромных выкладывать. Я думаю, это старая дорога. Ну, выглядит прикольно в соснах. Мама. Вообще запах, конечно, здесь вообще ой-ой-ой. Жалко, нельзя постоять здесь на автодоме. Цветочки кругом разнообразные вообще Вот, цветы. Маш, я тебе нашел цветок на 8 марта. Но это уже получше. Необычный какой-то. Вот, а сорвала я. Красивенький. Что? Что? Огонь очень далеко. Зачем мы маршмеллоу взяли с собой? Пойдемте, надо идти. Куда? Прямо. Зачем? пожалуйста, ветровку. Вон, видите, самый верх горы? Да. Вон туда нам надо подняться. Да. Правда, там будет. Ликийская тропа, там порядка 500 километров. Так классно было бы пройти ее по таким дорожкам осенью или весной. Да, Славян? Аккуратней, только не упади, пожалуйста. Ау, боюсь. Давай тюленик. Нет. Здесь прикольно, по бокам от лестницы, прямо с камней. Вот такие вот белые цветочки миленькие везде растут. Как они там? Вот мы поднялись уже на 600 метров. Такой вот красивый вид вокруг. Вот такой мне детишки собрали на 8 марта. Красивый горный букет. Не только детишки. И папочка. Яся, аккуратно, назад не отклоняйся. Туловище вперед всегда подано. Тогда вперед упадешь, а не назад. Вот. Вперед держи голову, а не назад. Кто вы? Скажите мне. Ласки-скалолазки. Подождите Ясечку. А то она бежит, потом догоняет. Бегать не надо. Смотри, тропинка какая началась. Славяш, ты куда? Пап, слезай. Это какая-то горная тропика. Это какая-то горная тропика. Это какая-то горная тропика. Смотри, Маш, здесь какие-то развалины прямо. Здесь, видимо, какой-то храмовый комплекс был. Во всех хороших местах живут коты. Да, зрелище впечатляет. Ты видел, какого здесь коты цвета? Не обратил внимания. Они все в саже, у них где белая, беленькая грудка, она вся у них такая подугленная. Какая-то надпись. А мы его гладим. Вон огни. И я там есть. Папа, надо будем жарить? Они здесь греются у огня. Еду, наверное, им тоже приносят. Кот. А вот и огонь, который горит и не тухнет. Запах такой, как будто бы, когда газ заканчивается в газовой плите, вот так же пахнет, мне кажется. Обалдеть. Малыши, вы только к огню близко не подходите. Представляешь, вот это же остатки храма, здесь храм был. И что, его подогревало, что ли, огнем? Вот огонь. Воскресенье было. А вон дерево все в ленточку хоть. Да, здесь горит огонь, а вот здесь спит кот, и там дальше тоже горит огонь. И кот весь в саже. Кот. Классно. У котов здесь как сауна. Да. Там у них, значит, пляж, море, тепло все весь год. А здесь у них сауна. Пишут, что здесь метан и другие газы выходят из скалы и горят. О, девчонки тут нашли самого запеченного кота. Вернись, кот. Там еще Вон у бежит. него шерсть просто Мама, где там белая, еще она коричневого серого цвета от пепла. А вон еще один запеченный.
Эти коты, короче, нашли самое теплое место в Турции. Отлично себя здесь чувствуют. Еще, наверное, они любят маршмеллоу, которые все здесь жарят, да? Их подкармливают, интересно. Место, конечно, впечатляет, так когда о нем думаешь, ну, не находясь здесь, кажется, да что такого, типа, ну, гора и огонь, ну и что. А когда приходишь, то действительно это, ну, поразительно, что это всегда это горит все время, на протяжении уже сколько тысячелетий. Здесь все время горит огонь. Блин, кто-то мог этого? Такой запах газа, но не который газ у нас там в плите, не знаю, как-то по-другому слегка пахнет. Мы видели, что здесь жарят вот так маршмелки, прямо на огне. Я подумала, ну такое историческое место, ну как-то это, ну не знаю, неправильно что ли. Вот, оказалось, что прямо на входе платишь $75, и там продаются даже эти маршмелки, то есть это нормально. Здесь вот так пожарить. Можно было бы даже котов, для котов курицу захватить. Они бедненькие вон тут живут. Ждут еду. А может просто запах огня у них ассоциируется с едой. Или просто они греются. Смотрите, за одну Получилось? минутку. За одну минутку, ну ешь. Ну как? Вкусно? Получилось? Молодец. Давай, Ребята, девчонки тоже. Мам, слушай, ребята, приходите на эту гору, это очень. Я думаю, что такого не бывает, а такое бывает. Ты думала, что такое в сказках только бывает, да? Ты представляешь, этот огонь горит, его никто не поджигал, он сам по себе горит. Если на него воду, Он, дождь горит. он опять загорится, его нельзя Там газ, затушить. у нас газовая плита как горит. Вон он. Жарьте, жарьте. На зефир смотрите. Вот стоишь тут, стоишь, и как-то хочется на этот огонь смотреть долго, так приятно греться, особенно сейчас, когда потемнело. А самое интересное, я только сейчас поняла, это то, что огонь есть, а дыма-то нету. Как там зефир зажарится? Здесь прикольно было бы дом, может, построить в древности. Ну, так здесь вот город, у них здесь как, наверное, вечная кухня с газовой плитой, которая не гаснет. Была. Мама, огонь под горой. Кто-то раздубасил дырки в горе, и все, огонь вынул. Все, кстати, вот а вдруг это правда? Если разбить гору, то там будет огонь. Если правда. Химера огромная. Вылезет огромная химера, да, существо? Нет, я говорю огонь. Или просто будет вся гора гореть, такая огромная, да? Видишь? Мама, видишь? Рядом с тобой. Огонь вылезает из горы. Значит, если вот эту гору разбить, то будет большой костер на всю. А может, там будет огненный кот огромный? Откуда ты знаешь? Тогда ты будешь как коты запечатать. Ты как девчонка. Горячие источники. Почему они горячие? Ну, там вулканическая деятельность от этого, наверное.
Может, И- там есть где-то и- течет вода, и под есть- землей горит огонь. Есть еще в Туркменистане какое-то место, дьявольская дыра, где там обрушилось все, газовая какая-то, и горит до сих пор. Ну, это люди сделали. Там. Ну как люди, если об- Ну, они там, типа, какую-то шахту, типа, газовую. Ну, что-то люди сделали, и она горит до сих пор, потушить не могут. Я не помню, как Интересно, называется. Это место в каком году нашли? Это так это с древности, с античности, Маш. В 4 веке, типа, тоже? Да? Это, я думаю, как люди появились первые, так и нашли здесь. Это же, Маша, это же место, представь, как найти. Ты ночью все видишь, а на горе горит огонь. А представляешь, такой, ну вот прикол, это прикол. Такой древний человек бы как вот так скомкался вот здесь и звал. Ну, наверное, были такие люди, конечно, и спали, и жарили здесь мясо, добычу свою. Так, детишки, уже стемнело. Нам надо спускаться вниз к нашему автодому. Вы готовы? Фонари у вас есть? Да. Так, тихо, без меня ни шагу. Сейчас я заберу всех тюленей, возьму рюкзаки, и мы вместе потихоньку будем идти, понятно? Все, идите ко мне потихонечку. Тихо, Яся, ты куда идешь? Яся, ты под ноги вообще не смотришь. Яся, дай мне руку. Сейчас поедешь здесь, ну как? Дай мне руку. Здесь очень тонко. Тихо, тихо. Там уже поехала. Здесь тихонечко горит огонь. Детишки, ко мне потихонечку. Самые маленькие, грязные. А что он грязный? Ну там уличный кот. Он бездомный. Вытащи, да? У нас ни воды, ни еды нет, поэтому дольше не можем остаться. Вообще работает до 10 часов. Место. Так здесь прикольно было посидеть. Ну что будет, если не уйти, интересно, остаться здесь в спальнике и спать около костра? Бабушка, как жаль, что тебя сейчас с нами нет. Сейчас бы ты тоже обалдела от огня. Ну мы засняли ей, она посмотрит дома. Ну хорошо. А второй тоже заснял? Да. Ну хорошо. Это бы видео не существовало, и все сидели кто-то в доме и не знали, что такое. Ну и не знали про эту гору ничего. Ну а теперь люди посмотрят, и как будто с нами, да, здесь были. Да. Господи, что такое? Волки воют. Да это собаки, наверное. Конечно, собаки воют на луну, не бойтесь. Вот, помнишь, возле дома у нас в автодоме собаки сидели и выли? Здесь нет волков. Яся, стой, жди меня, я тебя за руку возьму. Тихо. Давай фонарик, Слав. Ой, не надо, не надо. Вызывает меня. Не надо. Все, пойдем, пойдем. Ой, Влада в глаза. Ребят, вчера мы были на горе Химера. Надеюсь, вам понравилось. Нам очень понравилось. Такое впечатляющее очень место. Прям стоишь, смотришь на этот огонь. И думаешь, как это вообще возможно. А сейчас я заливала бензин из канистры нашего монстра, потому что мы не продумали, как всегда, ничего. И спустили здесь очень большой спуск в Чаралы. Просто огромный вот этот вот серпантин. Он полностью идет на спуск. А у нас там бензина было на донышке. Мы когда приехали, поняли, что обратно машина не потянет просто на газу. Вот, и поэтому пришлось вот попросить Сергея, спасибо ему большое, что он вчера нам привез канистру бензина.
Что-то тебе на Сергеев везет. Все Сергеи нам помогают. Да, у нас все в пути Сергея встречаются. И ребенок у него не подавал жест спасения от насилия. Он просто показывал 4 пальца. Это просто, да. Просто дети. Сейчас мы поедем, покатаемся, посмотрим сам поселок, потому что вчера мы не успели, уже стемнело. Очень интересно покататься по этим местным улочкам. Здесь вроде как вообще нет больших отелей, а только маленькие такие уютные гостевые дома. В общем, поехали смотреть. Слава, объясни мне, пожалуйста, вот мы не успели отъехать 100 метров от автодома. Почему вы устраиваете нытье ор? Можешь сказать мне? Мы плохие родители? Мы вам не даем игр, не покупаем игрушек, не развлекаем вас? Почему вы издеваетесь над нами? Яся, почему вы издеваетесь над нами? Нет, мама, нет, это не я устроила. Как нам с вами себя вести? Как нам вас воспитывать, чтобы вы так себя не извели с нами, не издевались? Кто мне скажет? Ладно, может ты скажешь, как нам поступать? Наказывать надо, никто не наказывает, просто все их жалеют все время, Вы детишек. так обращаете внимание на меня, я сейчас ничего. Я не обращаю внимания, я тебя спрашиваю совета. Потому что ты умная, ты можешь сказать, что нам с ними делать. Как нам себя с ними вести, Влада? Все делали сегодня. Я не знаю, сама я не знаю. Ты не трогай Владу, Яся. Не издевайся. Маша, для чего люди путешествуют с детьми? Как понять, для чего? Но они все равно маленькие, ничего не вспомнят, ничего не запомнят. Я считаю, что не только нужно всегда думать лишь о детях, а еще нужно думать о себе, что у нас тоже жизнь не бесконечна. Вот, путешествовать с детьми. В нашем случае это все равно, что жизнь с детьми как бы и дома точно так же они себя ведут. Те же самые заботы в путешествии, что и дома, так что разницы нет никакой. Так, у нас Черепаха ЧП, через черепаха дорогу. переползает через дорогу. Кто ее спасет? Не шуми, не шуми. Не бойся ты так, малыш. Бери ее. Не бойся. Идите, нанесите туда, и там можете покормить. Мама, откуда А вы она видите, здесь? ноете, ехать не хотите кататься. Вот видишь, кого можно встретить на дороге? А я вот, Маш, думаю, что нужно путешествовать ради вот таких моментов, в том числе. Да путешествовать, конечно, нужно. Кто говорит, что не нужно-то, я понять не могу. Просто ты говоришь, что дети ничего не поймут. Как они ничего не поймут? Они все равно, у них будут какие-то яркие моменты в памяти. Плюс мы видео снимаем как раз-таки для того, чтобы они потом смотрели, и у них были приятные воспоминания. Малыши, видите, вы миссию выполнили, как щенки-спасатели. Спасли черепаху, которая попала бы под машину сейчас. Дай погладить. Давай. Может, домой возьмем? Собаку нельзя заводить, черепаху возьмем. Ну а где она жить будет? Дома. В душе? Не знаю. То есть Будет одного бродить. кота бездомного взяли, еще бездомную Да. черепаху взять. Да, привезем, может быть, маме тоже. Давай маме перевезем черепашку. Мне кажется, она сбежала из какого-то, может, зоопарка. Неужели здесь живут черепахи? Ну да, что нет. Гладить. Мы уже уехали, но дети захотели еще поиграть с черепахой. И я думаю, мы ее возьмем к автодому. У нас там поляна большая, хорошая рядом. Они поиграют, пока мы здесь стоим. Потом отпустим перед выездом, да? Угу. Черепашку в пакет. Давайте, грузите ее. Забавные. Там игрушек нету? Нету, Она не выпадет? не выпадет. Ну все, Черепаха поедет, да, в багажнике? Я же укачаю. Ну, качает. Может, ей что-то туда положить, травку? Ну положи. Положи. Тут ей было не страшно. Мне надо травку, чтобы до нас дома. Черепашка, мы тебя не видели. У нас вояжи и улетаем будет. Пусть она лучше спать будет. Решили мы заехать домой, завести черепаху, чтобы она не тряслась с нами по поселку. Сейчас куда-то ее поставим временно. Душ надо. Папа, черепаха не обскакалась. Вы куда полезли все? Вы все куда полезли? Дети. Плохая эта идея, мне кажется. Зато это воспоминания детские прикольные. Ну, на денек, ладно. Черепаха осталась дома. За главную я ее облила из стакана водой чуть-чуть, чтобы... Ну, вдруг она захочет пить. Вылезайте, одевай так. Можно я еще выйду? Не надо, вылезайте, мне нужно домой зайти, ладно. Душ нельзя. Она будет там за главную. Тапки где Матильда? Матильда ее зовут? Ладно. Да.
бы основная дорога идет вдоль пляжа. Вот, и по сторонам здесь такие вот уютные всякие ларечки, всякие типа резорты маленькие, небольшие, очень такого уютного дачного вида. Здесь еще не так сильно развит туризм, ну как бы все равно хватает, конечно, всех этих резортиков. Вот, но и большие здесь отели запрещено строить, это заповедная зона. Ну, тем лучше. Нам больше такие места нравятся. Уютные, спокойные. Кататься на велике одно удовольствие. Слева получается какой типа как парк, что ли, какой-то. Здесь все засажено кактусами, какими-то мелкими кустарниками, как в степи в такой. Всяких много различных цветочков цветет. Все это очень пахнет приятно, благоухает. Сосны. И все это по кругу, весь поселок вот так вот огорожен горной грядой. Спуск сюда очень крутой с трассы, и серпантин идет все время вниз. Вчера мы здесь заходили в местный магазинчик, и муж поинтересовался, сколько здесь сейчас стоит вне сезон снять виллу. Продавец сказал, что такая вилла среднего размера, наверное, от 100 метров, будет стоить $1500 в аренду в месяц. Ну, несмотря на не сезон, вот сейчас уже в начале марта погода отличная здесь, плюс 25, прям жарко. Туристы есть. Русскоговорящие встречаются, вот навстречу проходят люди. И вчера мы на горе Химера тоже встретили русскоговорящую семью. Да и вообще народ там есть. Кафешки работают, все работает. Я вот думаю, Маш, что в таких длительных путешествиях человек либо хочет убежать от себя, от чего-то, либо наоборот прийти к себе. Я вот хочу прийти к себе, но у меня пока не совсем это получается. Когда вот дома нахожусь, никуда мы не выезжаем надолго, у меня вообще начинается депрессия такая. Потому что это неправильно, не выезжать совсем никуда. Выезжать нужно с периодичностью, я считаю. Вот. В длительных путешествиях тоже есть свои плюсы. Как перезагрузка такая, как бы... Ну, не все люди могут так путешествовать, поэтому нам выдалась такая вот шикарная возможность, и нужно этому радоваться и наслаждаться. И когда-то в таком путешествии длительном с детьми очень много дел, забот, хлопот. Даже больше, чем дома, мне кажется. Ну, по мне так столько же. Вот, просто здесь как бы приятно, что ты можешь сделать дела, и потом приятно провести время, приятно прогуляться и менять свое местоположение, смотреть все время что-то разное. Вот, а дома эта рутина как бы она не прекращается. Вот, конечно, в путешествии все это намного приятнее делать. Ну, я к тому говорю, что нет времени на плохие мысли, гораздо меньше. Ну, конечно, да. Да вообще как-то время пролетает просто очень быстро. Мне кажется, что мы совсем недавно выехали, а уже почти, сколько, уже 3-й месяц идет, подходит к концу. Время очень быстро летит за счет того, что все время есть чем заняться. Нам очень хорошо путешествовать, ездить на велосипедах. Если бы мы не путешествовали, то видео такого не было. А мы сидели в снегу. Яся, хочешь что-то сказать? Нет. И у нас есть для вас песенка. Черепахи недовольные, черепахи недовольные, черепахи недовольные, не только. И едят безумные черепахи недовольные и едят листики. Черепахи недовольные, черепахи недовольные. Какая красота! Иногда приезжаешь в место и прям чувствуешь, что вот что-то не то. Вот как-то вот гнетет, не нравится. А есть места, где приезжаешь, и как будто бы вот прям вот энергетика какая-то хорошая. Вот нравится здесь. И в Каше так было, и вот сейчас тут. У тебя есть такое ощущение, Маш? Да, очень хорошо. Приятно. А на этом пляже откладывают яйца морские черепахи. Поэтому это считается заповедная зона. Костры разводить нельзя. Стоять нельзя на пляже на самом.
Я затрудняюсь ответить, в какой сезон это происходит. Было бы классно, конечно, увидеть такое, да, Маш? Ну да, ну конечно. Вот много народу в кафе сидит, может здесь что-то перекусим, кофе попьем. Рыба здесь продается, горячие закуски. Так, нас интересует кофе. Латте 180, но это не слабо, это 600 рублей за чашку. Влад, ты куда лезешь? Ну, цены конкретные тут. Вот там мы проезжали, там в 2 раза меньше стоило кофе. Так, приехали мы к концу дороги, сейчас велики здесь оставим и пройдемся пешком дальше. Там, говорят, где-то возле горы есть древний город. Древний город. Да, древний город, который вы любите. Ты любишь древний? Яська! Вот здесь классные резорты, большие в Пальмах. Влада, что случилось опять у вас? Яся мне специально ударила по голове камнем, а потом говорит, что это случайно. Ну ты ее простила, иди прости ее. Я ее простила. Ну иди обними, прости ее. Иди обними, прости. Она сама меня не простила еще. Влада, иди обними, прости ее. За что? Не хочешь прощать сестру? Она даже сама не извинилась. Она и утром орала. И не извинилась. Я летал на дроне, увидел там за скалой руины древнего города. Мы сейчас туда идем. Я думаю, будет очень интересно посмотреть. Слава, древний город. Слава? Я тоже хочу. Слава, а почему ты любишь древние города? Потому что я не знала, что мне. Я тоже очень люблю заходить в них. Только больше всего хочется, чтобы там были маленькие алмазики или очень большие. Чтобы мы стали богатыми. Здесь на горе начинается древний город Олимпос, расположенный в долине реки Улупинар у подножия горы Тахталы. Вот эта гора Тахталы. Точная дата возникновения города неизвестна. Предположительно, он был основан около 300 года до нашей эры. Олимпос был важным городом-портом государства Ликия. В нем печатали свои монеты, была своя письменность и архитектура. С 1942 года Олимпос входит в состав Римской империи. Самый расцвет города пришелся на период правления Римской империи. Здесь были построены римские бани, множество различных строений и большая римская церковь. В 129 году в городе Олимпос прибыл римский император Андриан. После этого город переименовали в Адрианаполис. В 15 веке город Олимпос пришел под власть Османской империи и постепенно опустел. В настоящее время город является музеем под открытым небом. Вот так вот с пляжа мы зашли в долину реки. Видимо, в древности здесь река более широкая была. Из моря сюда заходили корабли, наверное. Здесь такая вот дорожка деревянная.
вот смотри, река, видимо, вот так вот они плыли. Ну да, я уже Всего сказала. лишь город на 1200 лет старше, не, на 1400 лет старше, чем Москва. Да, то есть это не такой древний? Куда пошли, Влада? Влад, залезьте назад. Не там, он дальше. Залезьте назад. С дорожки не спускаемся. Вот здесь уже гробницы с правой стороны появились. А куда ты, Стойка? Здесь не надо? Пойдем. Что-то касса с билетами, там никого нету. Вот так вот прикольно нависают деревья арками. Туристов много. Там какие-то вон руины уже видно даже посреди реки. Может быть, мост был какой-то старый. О, очень здорово смотрятся руины прямо вдоль реки. Ну да, вот я говорю, посередине какая-то штука от моста осталась, видимо, опора. Смотри, направо дом с мозаикой, Watermill канал, налево бридж. Ладно, не торопимся без нас никуда. Красиво. Классное место, наверное, здесь было. Жилось им здесь отлично, мне кажется. Тут и море, и вдоль реки все это построено. Малыши уже куда-то убежали. Вот, Маш, как ты не любишь историю? Я вот живо себе представляю, как такие же люди, как мы, здесь жили. Я не люблю историю, просто мне некоторые даты сложно представить, так скажем, в соотношении. И плюс, наверное, у нас, может быть, как-то историю скучновато преподавали. Я помню, что мы по истории все время заполняли какие-то таблички бесконечные с датами. Со всем вот этим это казалось очень скучно. А так, конечно, когда находишься в таких местах, начинаешь все это представлять, как это реально было. Там башня огромная, вон там, вдалеке. Может быть, это от древних людей крыша обвалилась? Правильно, видите, как вы сами заметили? Похоже на черепицу, керамику. Наверное, это была крыша, скорее всего. Обвалилась внутрь здания. Все-таки в прошлом умели выбирать места для жизни, выбирали очень красивые места для строительства городов. Не только красивые, но еще и с очень-очень хорошим климатом. Здесь такая приятная прохлада возле воды. Запах, опять же, всяких растений. Очень приятное место. Ты тут хотела жить? Я тут хотел жить. Ну да, хорошее местечко. Встретили настоящую овчарку. Овчарка. Хорошая I овчарка. love German Shepherd. Как его зовут? Как его зовут? Красиво. Такой он красивый. Двигаемся мы дальше в сторону мозаики. Написано было, мозаика какая-то там должна быть дальше. Сюда, Влада. Вот здесь еще руины. Аккуратненько под ножки смотрим. Был древний дом, он заперт. Угу. Почему-то в него нельзя входить. Древний дом. Дети нас повели куда-то по неизведанным каким-то дорожкам лесным. Говорят, мы очень хотим тут пройтись. Ну, пахнет здорово, как в лесочке. Ну и вот, собственно, тропинка нас привела вот в такое место. Провал. Провал в древний дом. В оба Здесь. смотрите. Ладно, опасно. Надо, наверное, возвращаться, может быть, на ту дорожку. Там много еще чего есть посмотреть. Ладно, но мы черепаху сегодня уже встретили. Как думаешь, кабанчик нам светит сегодня, кабанчик? Хочешь кабанчик? А, еще овчарку мы сегодня встретили. А он добрый, у него пятак. Добрый. Дошли мы до тупика, там уже вода, река. Здесь скала. А вот здесь вот, наверное, крайний
руины. Крайний дом здесь был, на этой улице. Пойдемте обратно. Сейчас бы вы не согласились со мной пойти, сейчас бы вы это все не увидели. Конечно, Ученые даже деловая сейчас колбаса. это не видели. Лада, а когда ты успела стать такой деловой колбасой, ты не можешь объяснить? Какой деловой? Когда это произошло? Ты превратилась в деловую колбаску у нас. Значит, ты колбаса деловая. Мы здесь сорвали лавровый лист. Очень пахнет. Я тоже насыщенно. банан хочу. Давайте, проходите. Это точно та дорога. По мостику мы перешли на другую сторону реки. И продолжаем дальше осмотр древнего города. Здесь такая более основательная стена, высокая. Надо очень аккуратненько идти. Ого, здесь такие огромные камни, остатки колонн, как будто каких-то. Ну, не как будто остатки колонн. Подходим к какой-то огромной, гигантской двери. А вот это, Маш, смотри, это раньше водопровод был. Вот глиняные трубы. Они О, вот так соединялись. Вода текла внутри. классно. Водопроводная труба древняя. Потому что всем понравилось. О, тут огромный просто. Огромный город. Что это такое? А вот эта дверь великана, конечно, вообще очень круто выглядит. И за ней вид на горы. Аккуратней. Вот здесь написано, что это римский храм был вот такой. Вот как раз тут колонны и вот этот огромный вход. Вот, собственно, который... Вот он вход, а вот этот колонн. То, что осталось от огромных колонн. Лада, смотри, вот надпись сохранилась, а вон внизу кусочек мозаики сохранился. Правда, мозаика. Мы тут немножко заблудились, как в лабиринте. Нам нужно на ту часть, вот ближе к горе пройти. И уже второй раз в тупик приходим. Вон там, по-моему, проход. Вот сюда. А вот и проход. Там, Владюш. Выход. О, выход к реке. Пойдемте. Слав, хватит плакать, пошли. Палка опасная у тебя была, поэтому надо было выкинуть. Вот, смотрите, как лягушки громко здесь поют. Прикольно, тут оборудовано вон лавочками такими, стульчиками. Большая площадь очень. Так, ну на сегодня мы устали ходить. Наверное, продолжим ходить по античному городу Олимпус завтра. Влада, что ты спрашиваешь? Давай, пересчитай мне планы, я буду пальцы разгирать. Дойти до велосипедов. Пойти в продуктовый магазин купить продуктов. Поехать после этого в автодом. Приготовить, покушать, поиграть и поучиться. Ну не все, ну это не хватит. Давай еще раз. Şimdi yaparken gösteririm. Ya mesela 2 gün şey yaptım, güvercin yaptım, şeye gönderdim. Ankara'ya. Bir arkadaşların 8 oyun programlamalarını falan oldu ya. Onu sen gönderiyorsun. Вот девушка нам подарила в магазинчике в таком сувенирном такие вот штучки на шею девчонкам и мне. Символ мира. Голубь. Thank you. Малыши, покажите, что вам подарили. Пойдем посмотрим, что там. Здесь мастер работает, сам все делает своими руками. Из таких стеклянных трубок он паяет всякие игрушки. Какие собачки нравятся? И тут даже мув сделал. Я покажу. Может быть, Саша привезет мне еще такого маленького муфа? Вот так он делает свои фигурки на огне. It's like 300 and 500. Мама, один. The big ones are like these are Takalım tak, 500. böyle tak. This is 4. Takalım mı onu? These are Маш, бери. Если тебе что-то нравится, бери. Чоп ты, Şükür? Şans getirsin. Barış getirsin. Teşekkür. Şans getirsin. 101. Ya olsa gerçekten belki bunu takan 2 kişi karşılaşır yani. Огонь? Motor biraz devrini alması gerekiyor. Güvercinlerin bir hikayesini... Интересно вам, малыши, да? А зачем
могу. Вот так стеклодувы работают, стекло выдувают. Да. Şimdi burada aşağı yukarı 25 yıl. Bilirse bunu da söyleyelim. Такую собачку можно в автодоме купить? Taşıyabilirse, kırmadan taşıyabilirse ona hediye etmek isteriz. Аккуратно, сейчас ты Ülken evet. Он сказал, что сделал это для меня. Kırmadan taşıyabilir, çok ince çünkü. Çöp teşekkür. Şans getirsin. Bir tane şey istediler de kesin Вот, представляете? ip istedi. Bir de burada şey Говорят, что мне сделали, Маша, это. Здорово. Я подарю тебе. Прикольно. Ты скажешь, вот посмотрела, как дядя здесь делает. Тебе понравилось? For 11 years. He's making А я тебе предлагаю во втором these for собачку. peace. Listen to that, please. You can see all over the world like wearing these kind Не of получаю. symbols, so you will remember here. Он делает уже 11 лет эти такие подвески и дарит их всем, чтобы везде был мир во всем мире. Onu buna Во всем taksam мире. olur mu? Удивительно, что дяденька делает все вот это вот, даже без очков. Уже в этом возрасте, наверное, такая работа прям требует зрения хорошего. Bu asansör У него Инстаграм. Можно подписаться, Маша. Этот дядя сделал эту подвеску и сказал, что это для удачи. For the luck, yes? Для удачи. Ve udачка. Yes, удача, luck. Lak. Bu da sana Rus şeyini söylüyor. Kendi dilinde. Thank you, Маша. eyvallah. Dak. Şans getirsin. Dak mı? Luck. Luck. Удача. Удача. Odaçı. İnşallah kafada kalır. Ну что, пойдемте, малыши? Рыжий таксик нас встретил по пути домой и бежит, обгоняя нас. Маш, для чего он бежит? Так он ждет от тебя ужин, что ты ему ужин приготовишь. Папа, догони такси. Папа, догони такси. Ты крылышки-то купила куриные, сейчас пожаришь, и у него будет ужин костяной. Таксик? Такса? Привет, сосед! Пап, ты быстрее едешь? Сейчас таксик будет отгонять машину. Он защищает, видишь, от машин. Он защищает от машин. Уже виднеются лодки на берегу. Там где-то стоит наш автодом рядом с ними. Малыши, покажите, каких вам голубков дядя подарил. Он сказал, что он дарит всем этих голубков в надежде, что наступит мир на земле. И войны прекратятся. Может быть, это знак, и в наших странах скоро прекратится война. Да? Будем очень надеяться. Да нет. А черепаху что не вынесла? Вот она. Вон туда дойдем до деревьев, отпустим ее. Маша, ты кольцо-то покажи. Есть черепах, с ней не На фоне черепахи. Ну вы поиграете, идите вон там поиграйте. Привет, Серег. Чего, стираешься или что делаешь? Да.
все и сразу. И стирался, и солнечную панель клеил. Ну, сейчас какое-то время она подумает, может запустится. А на гору не ходили? Там тучка висела. Не пошли? Не. Тем более друг сказал, что с нами завтра компанию составит. А, ну да, это правильнее. А мы нашли черепаху большую, на дорогу приходил. Сейчас у нас в автодоме. Маша, такса голодная. Я тоже хочу такси. А ты ничего, сейчас ты в доме останешься, ну что свою. Ребят, ну вот такое видео у нас получилось про Чаралы. Надеюсь, вам понравится. Нам это место понравилось очень. Наверное, в топе оно, пожалуй, будет на первом месте из тех мест в Турции, которые мы успели посмотреть на данный момент. Здесь очень интересный, большой, красивый древний город Олимпус, в котором мы вчера гуляли. И оказалось, что вчера была касса закрыта, и мы прошли туда абсолютно бесплатно. В связи с этим там было много народу. На следующий день мы захотели зайти снова, чтобы там кусочек мы не успели посмотреть, посмотреть этот кусочек. И уже касса была открыта, и вход стоит туда 10 евро со взрослого человека. И вот на обратном пути из древнего города, возле пляжа и развалин, мы встретили двух прикольных черепашек. Свою мы, кстати, вчера вечером выпустили на волю. Возможно, даже она нашла себе дружка. Черепахи толкают, одна другую подталкивает. Одна ленивая, другая активная. А я кричу. Траву густую. Орет. Мяука.